Здравствуйте, скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на 4 недели месяца сентября. Посмотрим, что же ожидает вас на этих 4 неделях месяца. Смотрим основные энергии, основные события, с которыми вам нужно будет или придется столкнуться в сентябре месяце. Итак, расклад для скорпионов, для водного знака зодиака. Посмотрим, что же вас ожидает. Пока я для скорпиончиков перетасовываю эти 2 колоды, я напоминаю, что вы можете оставить свое сообщение, лайк, может быть, под этим видео, если видео вам понравилось, если вы считаете, что оно подходит вам в вашей ситуации. Также можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых скорпионов, если считаете, что им этот расклад подходит. Ну и не забудьте подписаться или кому-нибудь напомнить о подписке, опять-таки, если этот расклад подходит вашим знакомым. Итак, скорпиончики, давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие карты вам выпадут сегодня в сентябре месяце. Расклад мы делаем в конце августа. Надеюсь, энергия ваша не поменяется здесь на сентябрь. Ну и надеюсь на хорошие карты все-таки. Давайте посмотрим, что же у вас получится. Итак, скорпионы, сентябрь месяц. Первая неделя. Вторая неделя. Третья неделя. И 4-я неделя. Смотрим на второй дополнительной колоде, что здесь у вас есть. Так, скорпионы. Первая неделя. Вторая. Третья. И 4-я. Итак, что мы видим? Первая неделя у вас выпадает 5 пентаклей с 10 пентаклей. То есть такие вроде бы как вернее, как это сказать, противоположные, может быть, карты, да, как на разных берегах карты. По 5 пентаклей можно было говорить о том, что вы чувствуете, что, знаете, как будто какие-то финансовые здесь потери, расходы происходят, но вместе с 10 пентаклей вы стараетесь, несмотря на вот эти вот расходы, стараетесь быть мудрыми в этих своих расходах, стараетесь, возможно, продумать дальнейший ваш план финансовый, соответственно, как обеспечивать себя, может быть, как обеспечить себе завтрашний день. То есть старайтесь мудро поступать касаемо денег, но деньги действительно могут иметь такое свойство здесь как-то расходоваться, уходить, может быть, больше, чем вы бы планировали. И может быть ощущение, что как будто не хватает или хотелось бы больше. Может быть, есть какие-то переживания из-за финансового положения семьи или каких-то расходов, которые есть на близких, на родственников, на детей или на какие-то вопросы, касающиеся дома, жилья, то есть там аренды жилья, кто снимает съемное жилье, да, квартиру или дом, или вот какие-то вот такие вещи, или расходы на ваше жилье, там какие-то, не знаю, вопросы ремонтов связанные, которые требуют больше денег, больше расходов, чем вы планировали. То есть вот все, что в таком духе может быть, но вот что-то вот как будто, правда, не совсем успешным вам кажется, и вы чувствуете, что стабильность пошатнулась, но вы, скорее всего, справляетесь, выравниваете эту ситуацию. Карта Тройка кубков с картой Королева мечей здесь показывает, что вы можете добиваться успеха, потому что Тройка кубков — это, в принципе, успех, которым вы делитесь с окружающими, это успех в ваших делах, и вы рады этим результатам, соответственно, может быть, даже вы совместно с кем-то достигли этого результата успешного. И по Королеве мечей здесь вы добиваетесь этого успеха как раз благодаря вашим амбициям, благодаря какой-то логичности, пунктуальности, вот такой вот проницательности вашей. То есть вы здесь не действуете эмоционально, вы здесь очень прямолинейны, очень читки в своих действиях, в своих размышлениях, соответственно, и по Королеве мечей проявляете себя таким образом. У кого-то может быть общение с воздушным знаком зодиака, это весы, близнецы или водолеи.
Может быть, вы здесь что-то даже отмечаете совместно, но также королева мечей с тройкой кубков, она может говорить про какие-то разговоры, честные, прямолинейные разговоры в компании вот троих и более людей, когда собираются, допустим, там коллеги или друзья, и что-то обсуждается, и вы узнаете какую-то информацию от них. Вдруг она может быть очень резкой, неожиданной, но правдивой, честной. Либо вы говорите свою правду, заявляете о чем-то вот этим вот людям. Говорите, что вы думаете здесь или о каких-то своих планах. И это может показаться им неожиданным. Дальше идет карта отшельника с двойкой мечей. И здесь вот очень много такого желания отгородиться от внешнего мира, отстраниться, отдохнуть, может быть, побыть в одиночестве по отшельнику, потому что вам это дает ощущение вот такого спокойствия, да, то есть пройти этот путь сознания, мудрости, может быть, духовного роста. Вам это необходимо, и вы стараетесь по двойке мечей здесь сдерживать себя от каких-то лишних шагов или действий, от лишних эмоций, которые у вас могут здесь быть. Вы стараетесь быть стойкими, если вам что-то здесь как будто бы предлагается, как возможность, которую очень хочется принять, но, возможно, вы знаете, что она вам не подходит, не сильно на пользу пойдет, да, то вы умеете здесь отказаться. То есть как аскеза такая, да, отказаться от чего-то, что может быть заманчиво, но не так особо нужно и может даже во вред пойти, поэтому вы от этого отказываетесь, каким заманчивым вы предложение не казалось. Поэтому отшельник часто изображается еще и в виде такого вот монаха или старца, да, который вот как отказывается от каких-то благ земных. Допустим, второй 78 дверей, там он отказывается от каких-то предложений, там, которые ему свыше даются, да, то есть он как будто от них отказывается, довольствуется малым. У вас здесь тоже может быть такое желание отказаться от того, что здесь предлагается. Может быть, вы как будто даже защищаетесь, ограждаетесь по этим мечам, здесь вот так она их держит, то есть отказаться от какого-то внешнего влияния или предложений вам кажется здесь наиболее правильным. Дальше идет король жезлов с картой пятерка мечей. И вот этот король жезлов, огненный знак, может говорить либо про общение с огненным знаком, это лев, овен или стрелец. Вместе с пятеркой жезлов может быть какой-то конфликт, который возникает с таким человеком, либо здесь ваша боязнь, страх проиграть в чем-то или показаться трусом в каком-то вопросе, может быть, рабочем вопросе, поэтому король жезлов, может быть, вы выступаете в роли этого короля жезлов, и вы не хотите проиграть в каком-то вопросе, касающемся дел, работы вашей, да, то есть вы хотите победить любой ценой, прийти к успеху, к вашей цели любой ценой, поэтому продумываете, каким бы образом это сделать и как это сделать. Несмотря на те сложности, с которыми вы сталкиваетесь, вы тем не менее идете к своей цели, поэтому и король жезлов здесь выступает. То есть вот в качестве такой фигуры, которой хочется свое честолюбие, что ли, потешить, да, достичь того, что вы себе задумали. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для скорпиончиков мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. И до скорого!